Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. И мы очень надеемся, что ты уже подписался на наш канал. А если нет, то исправь это не отходя от кассы. И возможно ты решил поддержать нас донатами? Если так, то найди ссылку на главной странице нашего канала или в описании ролика. Итак, сегодня я для вас приготовил подборку самых интересных фильмов, премьеры которых состоятся в марте этого года. Как говорится, осведомлен значит вооружен. Так что поехали! Наш список открывает фильм «Дюна. Часть 2». Это эпическая фантастика режиссера Дэни Вильнёва, который в жанре научной фантастики снимает уже 4-й фильм. В этот раз, стремясь отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью, Пол Атрейдес объединится с Чани и фременами. Как вы уже догадались из названия, нам предлагают продолжение одноименного фильма 2021 года. Сиквел основан на второй части романа Фрэнка Герберта. Известно, что в сценарии будет уделено больше внимания персонажу Чани в исполнении Зендаи. Над продолжением работала та же команда, которая создала и первый фильм. «Дюна. Часть 1» имел зрительский успех и при бюджете в $165 миллионов собрал в прокате больше 400. В случае успеха второй части эпической саги мы сможем рассчитывать еще и на третью. Этот фильм – еще один проект, премьеру которого пришлось отложить из-за забастовок в Голливуде. И вот теперь, 1 марта, он наконец выйдет на большие экраны. Это история Якуба Прохаски, уроженца небольшой чешской деревни. На орбите Венеры было обнаружено облако пыли, созданное кометой. Ведущие космические державы отказываются исследовать загадочные явления. И тогда первый чешский космонавт отправляется в опасную одиночную миссию. «Астронавт» – фантастический фильм режиссера Юхана Ренка. Его сериал «Чернобыль» занимает вторую строчку самых рейтинговых сериалов в истории. Он также приложил руку и к рейтинговым сериалам «Во все тяжкие» и «Викинги». Отличную актерскую команду возглавил Бен Стиллер с прикипевшим амплуа комика, исполнивший главную драматическую роль чешского астрофизика. На экране мы также увидим двукратную номинантку на премию «Оскар» Кэрри Меллиган и номинанта на премии «Золотой глобус» Эмми и Бетта Пола Дана, когда-то сыгравшего одну из главных ролей в фильме «Нефть», который британская газета The Guardian назвала лучшим фильмом 21 века. Фильм «Астронавт» выйдет на стриминге Netflix 1 марта 2024 года. В центре сюжета этой комедии троица неразлучных друзей. Когда-то в детстве, после устроенного ими пожара, они придумали воображаемого друга, виновного в поджоге. Еще долгие годы своей шалости они дружно валили на несуществующего Рики Стеники. Негодник якобы обладал жутким характером, часто ввязывался в драки и причинял неудобства друзьям. Но однажды от них потребовали предъявить этого Рики живьем. Для этого друзьям приходит в голову идея нанять актера-неудачника. «Рики Стеники» – комедийный фильм режиссера Питера Фаррелли, за плечами которого такие серьезные проекты, как «Зеленая книга» и «Тупой еще тупее». Из актерского состава можно выделить романтичного обольстителя из мюзикла «Величайший шоумен» Зака Эфрона и звезду «Отряда самоубийц и миротворца» Джона Сину. Одну из ролей также рассматривал и Хоакин Феникс, но, к сожалению, что-то не срослось. Фильм «Рики Стеники» выйдет на стриминге Amazon Prime Video 7 марта этого года. Эстафету принимает «Кунг-фу Панда 4» – компьютерно-анимационный комедийный фильм режиссера Майка Митчелла, снявшего «Шрека навсегда» и «Тролли». Нас ждет продолжение истории о воине дракона и его преданных друзьях. Панда По, не в смысле, что ему все по, имя такое, стал лучшим в мире мастером кунг-фу и теперь является духовным наставником Долины Мира. Производством занималась студия DreamWorks Animation. Это, понятное дело, 4-й полнометражный мультфильм в медиафраншизе «Кунг-фу Панда» и продолжение 3-й части 2016 года. Совокупный бюджет всех 3 предыдущих частей составил $450 миллионов, а вот собрали они в мировом прокате больше $1 миллиарда 800 миллионов, что сделало этот проект одним из самых успешных. А кассовые сборы – лучший показатель зрительского рейтинга, что собственно и открыло дорогу для создания 4-й части. И что-то мне подсказывает, что она не будет последней. Мультфильм «Кунг-фу Панда 4» стартует в кинотеатрах 7 марта этого года. Скромная молодая девушка дает согласие выйти замуж за красивого принца. Однако выясняется, что героине уготована другая роль. Она была избрана королевской семьей в качестве жертвы для выплаты древнего долга. Чтобы выжить в пещере с огнедышащим драконом, молодая девушка может полагаться только на свою смекалку и волю. «Девица» – фэнтезийный фильм режиссера Хуана Карлоса Фреснадильо. Когда-то он сотрудничал со Стивеном Спилбергом и даже перешел дорогу Гору Вербински, режиссеру «Пиратов Карибского моря». В актерской команде стоит выделить Милли Бобби Браун, получившая широкую популярность за роль 11 в сериале Netflix «Очень странные дела», Анджелика Бассет, известная своими ролями, Тина Тернер в фильме «На что способна любовь» и Кэтрин Джексон, матери Майкла Джексона в мини-сериале «Джексона. Американская мечта».
В этом году Бассет ждет премия «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, что является высшей наградой среди всех. Премьера фильма «Девица» запланирована на 8 марта 2024 года на платформе Netflix. Экс-чемпион боев без правил работает вышибалой в придорожном баре. Он отказывается подчиняться местным авторитетам, чем навлекает на себя врагов. Но впереди ему предстоит схватка с местным криминальным авторитетом, планирующего присвоить заведение, в котором работает главный герой. И Далтон принимает этот вызов. «Дом у дороги» – боевик режиссера Дуга Лаймана, известный своими фильмами «Идентификация Борна», «Мистер и миссис Смит» и «Грань будущего». Это ремейк одноименного фильма 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли. Замечательный актерский состав возглавил Джейк Джилленхол, за которым тянется шлейф актерских работ, отмеченных наградами. Ему компанию составил известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, для которого это стало дебютом в кино. Премьера запланирована на 21 марта 2024 года на Amazon Prime Video. Эстафету принимает «Охотники за привидениями. Ледяная империя». Это уже 5-й фильм легендарной франшизы и является продолжением предыдущей части «Охотники за привидениями. Загробная жизнь» 2021 года. Все в этот раз начнется с Нью-Джерси, где лето будет в самом разгаре, но внезапно город начнет покрываться льдом. С этим предстоит разобраться неутомимым охотникам за привидениями. Для этого семья Спенглеров вернется в ту самую пожарную часть Нью-Йорка, где когда-то все и началось. Им нужна помощь оригинальных, уже постаревших классиков. Если говорить про «Охотники за привидением. Загробная жизнь» 2021 года, то нельзя сказать, что он был суперкассовым. Однако при бюджете в 75 миллионов он принес в копилку создателям чуть больше 200. И это, нужно признать, вполне неплохой результат. К тому же у этой франшизы есть целая армия поклонников, которая любит эти истории всеми швабрами своей души. Или фибрами, не знаю. Ждем фильм на больших экранах 28 марта. Ну а теперь «Годзилла и Кинг-Конг. Новая империя». Это сиквел успешного блокбастера «Годзилла против Конга» 2021 года. Это уже 5-й фильм в киновселенной Monsterverse. В режиссерском кресле все тот же Адам Вингард, а вот главную роль в этот раз доверили Дэну Стивенсу, известному нам по роли Мэтью Кроули в телесериале «Аббатство Даунтон». Эпическая битва продолжается. Новый враг несет угрозу не только существованию титанов, но и всему миру. Могущественные Годзилла и Конг должны объединиться в этом противостоянии. Предыдущая часть, где Годзилла была против, поглотила при создании 155 миллионов долларов, но все риски были оправданы кассовыми сборами, которые составили более 460 миллионов. Будем надеяться, что когда теперь Годзилла за, кассовые сборы увеличатся. Премьеру фильма ждем 29 марта 2024 года. Ну что, у меня на сегодня все. Таковыми были самые интересные премьеры фильмов марта 2024 года. Надеюсь, вам было интересно. В следующем ролике я вам расскажу про сериалы, которые ждут нас в этом месяце. Так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Всем пока-пока, услышимся!